Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 9-й выпуск второго сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. На сегодня есть четкая задача — выполнить квест «Компромат». Ключа от нужной времянки, где находится квестовая папка, у меня нет. Буду ловить момент, когда ее кто-то другой откроет. Но для начала постараюсь сам найти этот ключ от этой времянки. Амадео, Лигдер, Сандаль, Грандиас, Бармалей, БРС, Блич, Саня, Космонавт, спасибо большое за мотивацию и добрые слова. Всем приятного просмотра. Готов медблок, построил я его, запись не вовремя включил немножко, но зато теперь могу много чего варить, квестовые, в том числе предметы. Что у нас здесь можно варить на данный момент? Это дефибриллятор портативный, он нужен будет по квесту для егеря. Еще можно будет стимулятор, вот этот Мью, сварить. Он нужен будет для миротворца по квесту. Ну там вообще список большой на самом-то деле. Ну и все. А нет, еще переливы есть. Для лыжника по квесту тоже нужно будет 3 перелива с галками. Так что если в рейде не найдем, то здесь наварим все это добро. Для 3-го уровня требования в медблоке довольно серьезные. Нужно немало так лояльности накачать у 2 торговцев. Нужно жизнеспособность качать, ледекс найти. Ну и генератор с санузлом прокачать. Компромат на сегодня задача номер 1. Я хочу уже дальше продвинуться, потому что у прапора будут квесты «Каратель», а по выполнению квестов «Каратель» в награду я получу хороший большой эпсилон, несгораемый подсумок. Если получится, то, может быть, найдем пару флешек, сдадим лыжнику. Тут квест, что на флешке, один он, и кроме него нет ничего больше. И этот квест тормозит сейчас прогресс прокачки лыжника. Еще 2 пачки Lucky Strike необходимо для квеста «Вредная привычка» для механика. Много нужно предметов, которые необходимо найти, поэтому первым в бой вступает у нас Дикий. Будем смотреть по сумкам, по курткам, по ящикам каким-нибудь. Нужны, в общем, сигареты, флешки, но самое главное — это ключи. Чем больше, тем лучше. Посмотрим, что получится по времени, но обычно мне достаточно там 10-12 минут для того, чтобы залететь в общежитие, посмотреть все картотеки, их там куча целая, куртки также есть, не всегда все там лутано. Шансы найти какие-никакие все-таки имеются. Дальний угол завода, административные ворота, перекресток. Темновато еще, рано утром я вышел, но зато есть хорошие шансы на лут. По времени, конечно, не удалось ничего выиграть, к сожалению. Хотя я думал, что в ночной рейд не так много народу ходит. А нет, битком пацанов. Или просто рейд такой попался. Ну ничего, главное, что я возле общежитий. А тут точно чем поживиться найдем. А куртки на 2-м этаже. Сейчас все посмотрим потихоньку. Вот. Это неплохо. Куда выходить будем? Наверное, на админ ворота. Или дальний угол завода. Куда-нибудь в ту сторону. Темновато вообще, капец, жесть. Сейчас будет светлее-светлее, так что норм. Это тут в комнате еще валялись 2 куртехи. Фигня. Да, все пусто, тут все выгребли, просто я уже загрузился поздно довольно в рейд.
И все выставлено на исходную. Эти куртки мало кто лутает, но не в этот раз, видать, да? Точно. Все вычистили, капец. Ну вы, блин, даете. Прикольно, прикольно. Но обычно, если там, где самый актив, все залутано, да, и тут двери настежь все. Шьорт побьери. Здесь еще 2 куртки. Сейчас найдем в любом случае местечко, где еще ничего не тронуто. Вот газоанализатор, допустим. И вжух. Ключ. Нет, болты. Вот уже более-менее что-то становится видно. Но все это дело тут и проверим тоже. Это добро мы заберем. Сидят товарищи. Надо газель эту смотреть. Мне уже можно ходить. Скоро будет. Короче, там МЧС тут спавнится, который на резерве базы МЧС. Ой, на резерве, говорю, на развязке. Чтобы его не покупать, он мне в любом случае не только на квест нужен будет, но еще и в дальнейшем можно будет туда заходить, смотреть какие-то интересности. Ключик полезный и нужный. Блин, и тут все расковыряли. Смотри, без галочки ЦМС-ка. Кто-то свое добро тут скинул. Так, что у нас там в 6-м? Там же тоже куртки. Тут все открыто уже. Неудивительно. Ох, кто-то плодотворно прогулялся за ЧВК, похоже, да? Всю ночь тут ходил и добро выгребал. Пусто. Дальше лутать там нечего. Тут в красной этой ключ спавнится тоже. Блин, такое ощущение, как будто он не один тут лутался. Уже не влазило, и он начал выкидывать сигареты и прочие прелести. Приклад в компьютер положил. Запихивал, ногами утрамбовывал, хабар, видать. Ни о чем ключ. По крайней мере, я не знаю его применения ему. Я то-то тоже, это в лесу, который
Пикап стоит возле 1, 2, 3 времянок. Все выгребли. Правда, в этом пикапе мусор всякий спавнится. Так что ключ не имеет никакой ценности, по сути. Во, а тут не лутано, смотри, шланг. Тут уже, походу, он обожрался и пошел дальше. Или наоборот, он с этой стороны зашел сначала в 6-й, где стримерская, и все, и пошел. Пепье новый. С пустыми руками тоже неохота выходить с локации. Че тут? Газелятину глянем. Оп, закрыто. Хорошо. Никто не лутал? Никто не лутал. Блок питания я бы забрал. И кулер с конденсатором я бы забрал. Что этот СМС? Хотя тут у меня вон магазинов куча целая. О, вот они, красивые. Сишки нашел. Lucky Strike. Надо вынести ее. Пачку эту. Останется еще одну пачку притаранить. Да, дальний угол завода, он здесь, прям рядом. Так что я могу еще сюда заглянуть. Успею. Времени у меня 3 минуты. Времени хватает. Че, тут лутали, да, видимо? Нет, смотри, силиконовая валяется. Что-нибудь тоже не тронуто, что ли? Похоже на то, что не тронули. Болты. Пойдет. Что нам наверху? О, маска Пестилай. Нормально. А это, наверное, эти очечки, да? Мешают точно. Вот. А, Джигулей. Не то пальто. Тоже беспонтовые ключи. Реле, вижу, лежит. Хоп. Вот здесь я, кстати, часто нахожу реле. Здесь возле куртки валяющейся. И вот здесь возле ящика с инструментами. Частенько я нахожу релешки. Полторы минуты. Ну окей, как раз тайник крайне глянуть. Который прям на выходе практически. А нет, здесь вышел, видать. Ну, не факт. Но вышел. Может быть, что-то прям очень ценное нашел, поэтому не стал эту с дырявой крышей смотреть. Не, ничего интересного для меня, по крайней мере, на данный момент. Окей. Ну чё, нормально такая разминка была, да? Пойдет, пойдет. Сразу передам сигареты по вредной привычке, пока не забыл. Еще одну пачку найдем и закроем этот квест. Садоводство, часть 4. Тут тоже мне надо кулеры приносить. Один есть, еще 4 штуки надо. Плюс 3 видеокарты надо будет. Видеокартами еще разживемся. Там по квестам в награду кое-каким будут давать видеокарты. Так что не пропадем, закроем этот квест. Пойдем теперь за ЧВК прогуляемся на таможню в 7 утра, пожалуй, пойдем. Пойду с трофейной МДР-кой и будем посмотреть. Времени очень мало за дикого дается, поэтому, может, за ЧВК
больше урожая будет. Давай вечером пойдем. Что-то народу там толпа целая. Я просто балдею с того, что их так много. Во, вроде как меньше народу. Выходим в рейд и просто смотрим внимательно все места, которые знаем, где можно раздобыть сигареты, флешки, ключи. Одиннадцатая, старая. Понял. Можно поглядеть, знаешь что? Можно поглядеть тайник здесь. Не знаю, блин, идти туда, не идти. Там что у нас есть? Там есть картотека, туда надо идти. А, да там же и курток гора целая. Куртки и сумки. Надо сходить все-таки. В библиотеку. Ее так вроде называют. Тут у нас тех снап. Аккум, циклон. Так. Вот этот что тут у нас? Вот, слева валяется. Здравствуйте. Вот тут сейчас и поглядим. Тут и на первом, и на втором. Это вообще такое помещение вроде небольшое, да, здание, но оно довольно вкусное по луту. Здесь мешок собрать с хабаром. Как два пальца об асфальт. Если внимательно все осматривать, конечно. Поехали. Есть наборчик. Пока нет барахолки, приходится даже самые дешевые предметы таскать, типа пачку саморезов и прочие такие вещи. Админ здания. Да ну, завязывайте, блин, опять мне этот ключ впарили. Сахар. Так. Столовка. И сумка. Во, перелив. Саморезы. Пойдет. И тут у нас спящий есть. Дотянуться до него, и можно тоже утонуть. Раз на раз не приходится, в другой раз посмотришь, там что ценное будет. Посмотрим картотеки. И разведданные можно будет поглядеть, может найдем. Пока в данный момент нет нужды в них. Острый. Но в перспективе, чтобы их не покупать потом на барахолке, для разведцентра или для ящика диких. О, лампу я бы забрал. Опачки. Нет, директор заправки. Он выглядит, нужный мне ключ точно так же. Тоже с черной ручкой такой. Но ключ директора заправки это тоже небольшая победа, потому что там есть сейф. Вот, свеча по авторему, да? Она нужна с галкой, поэтому ее смысла нет в альфу сувать. Ой, я же говорю, целый мешок собрать, как делать нечего. Есть бумага, есть разведданные, смотря. Круто. Куда мне вас теперь? Еще разведосы, ёпрст.
Ох, как планшета для документов-то сейчас не хватает. Но одну папку мы спасти точно сможем. Переместив ее в подсумок. Это очевидно дороже эта папка, чем эти два предмета. Зато я буду уже железно уверен в том, что когда придет время разведцентр улучшать, папки у меня уже будут. Морфий. И все, да? Тут еще на полочке что-нибудь. Нет, нет, ничего. На куда? На общаге? В сортире пожрать и попить. Нафиг туда класть-то такое? О, дверь здесь обычно закрыта. Значит, кто-то тут прошмыгнул, пока я лазил в лазарете. Блин, еще одна лампочка. Ох, вынести бы мне это все добро, честно говоря. Спираль, мираль. Ох, вынести бы мне это все добро. Искал ключи. Нашел разведку. Да, можно попробовать на старую двинуть тогда. Пойдем, попробуем, обойдем. Да-да-да, я понял. Я как чувствовал, что ты там сидишь. Но это дикие, скорее всего. Тут частенько дикие могут кошмарить прохожих. Таких, как я. Но я от своей идеи не откажусь, потому что там вообще жопа что-то стреляют. Больно. Ау. Нет, нормально все. Все нормально. Попал там, но что-то какой-то патрон у него, видимо. Очень плохой. Сейчас прямиком через ЖД перемахнем, если насыпь, то значит живем. А, фигня вообще-то. Броник принял на себя весь урон. Работает выход. Я бы вышел на старой заправке. Все, от этого избавился. Вижу. Готов? А, гоги. Клешнями прям в колючку. О, 10 рублей. Все, мне хватит на дорогу. Я пошел. Третий магазин. Ну все, хорошо. Лучше я сейчас выгружу лут, который имею. Не нашел то, что мне необходимо было, но зато другого добра нашел. Выгрузим и еще раз завалимся. Может, за дикого лучше даже. Ну, сейчас посмотрим, что там будет. 9 минут. Быстрый такой рейд получился. Одно всего убийство, поэтому опыта не так уж и много. Но зато разведданные вынес. Я хотел их вынести. По авторему передаем сразу же свечу зажигания, чтобы не валялась она у меня в схроне. Продал кучу лута. У меня места уже, вообще нет. Я решил купить кейс для хлама. 2 миллион у меня уходит на еще один кейс для хлама. Сейчас будем место освобождать. Тут надо порядок наводить, а то уже некуда выгружаться.
Вот так, марафет навел. Смотри, тут теперь есть, в принципе, еще куда чего, но зато местечко немножко хоть появилось. Пошли за Дикого прогуляемся, раз место у нас есть в схроне. Пойдем еще раз на таможню в 11, посмотрим, что интересного сможем вынести. Доступность барахолки с 20 уровня вносит свои коррективы в геймплей. Сейчас приходится больше уделять времени каким-то поисковым рейдам. Но это нормально, меня это абсолютно не напрягает. Мне даже интереснее найти какие-то эти квестовые предметы в рейде, нежели просто пойти и тупо на барахолке их купить. У нас тут не спидран какой-то. Мы наслаждаемся игрой, так что кайфуем. О, нифига, меня прям в общежитии, прикинь, заспавнило. В трешке еще. И вот, тебе тут сразу. И азимут тебе. И все, смотри, жука можно на себя натянуть, а азимут... Я бы не хотел его профукать. Давай и броник можно будет вынести, бронеразгруз этот. Вот и все. О. По куртяхам тишина что-то почему-то. Чего? Все выгребли, короче, уже. И куртки даже здесь выгребли все. Даже ключ от наливника староканили. Так, в этой степи похоже, что пусто. Тут что у нас? Понятно. Ага, ясно. Короче, в трехэтажке, походу, делать нечего. Времени 12 минут осталось. Хреново. Тут мало кто смотрит ящик оружейный. Бама, он полный, прикинь. Пойдет. Это что за страшная разгрузка такая? О, какая огромная. Она даже... Нет, на 2 ячейки меньше, чем азимут. Всего на 2. Вот так вот тогда сделаем. Ну все, я готов впитывать лут. Место у меня вообще завались. Давай посмотрим тогда и картотеки. Так. Так. Скачатина. Че, и тут что ли лутанули все? Тогда скотч заберем. На безрыбье и рака рыба. Так, там куртка есть. Ой, это сумка есть. А в сумке бинт. Ну, хоть что-то. Кровь потечет, хоть остановить сможем. Слабое кровотечение. Тут была еще... А, нет, это в двухэтажке там. Точно, туплю. А картотеку еще посмотрим здесь. Оставили всякое 204. Ну, почему бы и нет? 204 ключ, я не помню, у меня есть, нет, по-моему, есть, но прямо сейчас я смогу поглядеть, если он закрыт. Нет, этот номер открыт. Понятно. Здесь тоже, видишь, сейф стоит. Ну, пошли тогда в двухэтажку. Может, там что интересного найдем. Старая заправка. КП диких. Ну, на КП диких тогда и выйдем. Раз уж в ту сторону двигаемся.
таблетки. Тут медицина должна быть, да? Ух ты, блин, а вот эти вот классные штуки. Все двери просто вообще понаоткрывали, а вот это почему-то не открыто. Почему? Тут что, серьезно не лутали картотеку? Просто по комнатам посмотрели и все? Кого-то искали, что ли? О, точно, смотри. Я не думаю, что оставили бы ежедневник. Он одну ячейку занимает, а стоит неплохо. Уже пора собирать СЛки. Миксер. Ну, я думаю, и здесь есть смысл тогда глянуть. Во, смотри, правда, скорее всего, не лутано. Кабель. Ключ таможни. Прикольно. Ладно. Опа, вот она, эта душевая, которую я перепутал. Вот здесь две куртки, точно, точно. Болты, рубли. Ну, дайте ключи какие-нибудь. О, елки-палки. Понятно. Шприц, саморезы. Потихонечку наполняется у меня дикий лутом. Половина из этого лута мне как раз нужны для убежища. Сейчас на палатки глянем. На КП диких как мы пойдем? В обход или напрямую? Пусто. Не так уж и много тут. Ну, хотя тут такая тропинка популярная. Здесь часто туда-сюда пробегают. И мимо палатки пробежать и не глянуть там сумочку или возле палатки. Тоже такое себе. Это место смотрят обычно. Вот этот тайник обычно смотрят. Ну. Видимо, нет, вычистили. Все правильно. Все правильно. Все как по нотам. Попялимся, что на старый, на новый, то есть. Наличие ключика глянем. Ключик отсутствует. Не везет пока на этот ключ мне.
А, тут все открыто. Тут тоже гулял народ. Гулял? Да, вычистили. Молодцы. Качественно поработали. А, нет, не совсем. А, хотя, что, кому это ложе? Столько на дрова в убежище. Так оно вряд ли горит хорошо. Да уж, там уж. Ну все, почти на выходе. А, тут уже поглядели. Причем, возможно, это челобот уже поглядел. Лучше багажник открыт был. О, вот это хорошая штука, датчик давления. Оно для самогонного аппарата, по-моему, там нужно. Да и не только для него. С пушкой, по-моему, лежит. О, волына АКС, нифига. АКС-74, навехонький. Чё, почему он думает, что он РПС? Вот РПС, а это труп. А, вот труп. Полумаску заберем. РГД. И тут может быть аптека. Во, нифига. А факт целый. Ну чё, все, 2,5 минуты осталось. Я на выходе. Вон на том тигре в конце дороги. И мой выход это КПП диких. А это тайник. Во, нетронутый тайник, смотри. Кулер, хорош, хорош. Сигарет опять не нашел. Жалко, блин. Где сигареты-то? Одна... Дикий. Сейчас к барыгам, короче. Потом по бабам. Ну давай, что ты? Ну чё, шкура цела, уже неплохо, а? Да, общаться. Все, свои, нормально. Не буду стрелять, говорит. Хорошо. Но тут он, видимо, вылезал все уже от этого, да? Да, и тут посмотрел. Ладно, фиг с ним. Жалко, сигарет не вынес. Одна пачка всего осталась. Ну, блин, что-то, походу, не судьба. Передаю кулер. Осталось 3 кулера еще притаранить. Эти кулеры мы можем найти где? Правильно, на развязке. Предлагаю сходить за ЧВК на таможню теперь. Они будут у меня по очереди двигаться. То один, то другой. Большой мешок с собой брать не буду. Хочу, прям вот очень хочется найти уже эти квестовые предметы. Не хочется застревать на них, но, блин, приходится, что ли. Идем на таможню, идем по дню. 13:40 времени. Это нормас, все застраховано и вперед. За ЧВК будет план немножко иным. Если за дикого я пытаюсь сразу же побежать куда-нибудь в общежитие и там доесть крохи, которые обронили гиены эти все там, которые стреляются там, то за ЧВК нет. За ЧВК наоборот. Нужно посмотреть внимательно все такие места, которые более-менее безопасные, но при этом там лут еще никем не тронут. Так что не спеша, расторопно, внимательно будем смотреть. Ага, во, я теперь на гаражах. Вот отсюда я люблю начинать свой лутательный путь. Здесь как раз мы потихонечку сейчас и будем выливаться в рейд. Раньше вот эта соседняя времянка была открыта, потом ее закрыли на ключ, а там целых 3 куртки висит, и эти 3 куртки часто приносили мне интересные ключи. Надо будет где-то ключик, если вдруг попадется под руку,
Хотя у меня нет, блин, планшета для документов. Мне ключ с собой таскать, это целую ячейку в подсумке занимать. Надо подсумок побольше. Надо уже стремиться эти делать квесты прапорщика, чтобы побыстрее добраться до квестов каратель. Заморочиться с карателем, все квесты переделать и забрать Эпсилон. Это, скорее всего, самый максимальный будет подсумок, который мне удастся в этом вайпе раздобыть. И тогда уже будем жить как белые люди. Несгораемый подсумок в 2 раза больше будет. Сможем уже и хирургический набор таскать с собой, и планшет для документов. М-37 заберем. Хороший бронебойный патрон на Мосинку и на СВД. Гараж со спящим. Центральный процессор. Говорят, тут видеокарту можно найти, но я не находил никогда. Пока не везло. Тряпочки, все эти мы варить чуть попозже сможем. В убежище, так что тоже нет смысла с собой их брать. Можно продавать их. О, вот, наконец-то, санаторий 323. Не знаю, что там за ключ такой, но то, что уже какие-то ключи стал находить, это уже радует. Опа, дикий. О, нифига. Оу, конец тебе. А, нет, мне конец. Вот так сюрприз. Конечно, ты наделал делов. Молодец. Не ожидал я нифига, у меня сразу же, блин, грудь стрелял. Сегодня мы с тобой бомжуем. 3-го класса есть жук. Вот. Вот так вот скромненько и пойдем, что ну. Идем еще раз на таможню. Тот, кто раньше выходит в рейд, того и тапки. А точнее ключи в куртках. Первое попадание дикого вызвало у меня болевой. Там шок, не шок. Короче, боль вызвала. У меня же квест есть от егеря. Убьешь, говорит, 3, когда больно. Я тебя награжу, говорит. Вот я и пытался геройствовать. Лодка контрабандиста, мой спавн. Выход из АБшки 13-11, 12 старая заправа, выход у общаги и прочие гадости. Значит, на ту сторону в первую очередь перебегу. О, а попутно можно будет заглянуть в общежитие. Сразу же вот эти вот 2 куртки, они мне очень нравятся. На 2-м этаже быстренько можно будет пить. Я у меня тут ближайший спавн. Те, кто на той стороне заспавнились, они ближе к 2-этажке. Возможно, они сначала в 2-шку пойдут. А если не пойдут в 2-шку, пойдут в 3-шку, то им с той стороны удобнее будет заходить. Я это услышу, очевидно. Короче, не буду лазить в 3-этажки, загляну только в эту. В одну комнату с 2 куртками и вся любовь. Пойду лучше в 2-этажке поковыряюсь. Ух, там пацанчики сетивались. Схлестнулись. Завод нашел, 104-ю. О!
Пойдет, пойдет. Завод это хорошо. 104-я комната в соседней общаге. Сразу туда тогда и двину. В этой 104-й пару курток еще висит. Сейчас вот эта вот вся братва, которая там стреляется, рубится, пудняк сюда в общаге придет. Эй, что такое? Галлюцинации, что ли? Был бы сталкер, я бы сказал. Зона. Это зона. Ты открываешь ключом дверь, слышишь звук, как она открывается. А она заперта, войти не можешь. О, уже близко, засранцы. Так, понятно. Куртки еще глянем. Тут комнатуха вкусная вот эта. О, и гости у меня. На второй этаж пошел. Это, скорее всего, со стороны ЖД, которые, да, заспавнились. О, нифига себе, что я нашел в роликсе. Еще ключик. КПП военной базы. Здравствуйте. КПП. Ключ открывает. Блин, я не пойду теперь на второй этаж, наверное. Я тут выпрыгну и пойду отсюда. Не хочется мне воевать. С 3 классом еще. А так можно было бы наверху еще сумку, картотеки глянуть, да? Ладно, не будем лезть на рожон. Тут еще ключи и эти часы. Лучше галочки оставить, короче, на них. Все, он пошел уже, слышу, двери открывает. Окей. Бывай, паря. Я пошел по своим тогда делам. Знаете, где этот вот по дороге вдоль идешь, и там на КПП такая... снайпер еще дикий там лазит на КПП, на вышке. Здесь на таможне. А вот он отсюда и пришел, смотри, сумка закрыта. Открыта была, то есть. Вот, и под этим снайпером, вот это КПП помещение, оно открывается вот этим ключом. Там есть оружейная стойка, может лежать волына. Там же есть и ящики гранатные, патронные. Так, раз они с той стороны пришли с ЖД, можно, наверное, и мне через заправку двинуть. Не опасаясь того, что там на скалах кто-то лазит. Опа. Еще одни. Да, это не заводские случайно? Так, у меня слева гости. Не угадал я, кто-то был на скалах, скорее всего. Это заводские были, прикинь. Правда, решалу я не видел. А как они там со скал не увидели их? Это, скорее всего, знаешь, откуда спавн пришел? Со стороны заводской территории. Они, видимо, с заводской сюда на КПП и на скалу. Такие неправильно ходящие, короче.
Не угадал я вас, пацанчики, да? Не угадал. Блин, БПшки зарядил, БПшки оставил. Ну ты тип, конечно. Я думал, БП запихивает туда. Но на их месте я бы пошел смотреть как минимум со скал, да? Надо обходить это дело. Да, твою мать! Прочитали меня, прочитали, пацаны. 4 заводских я застрелил, оказывается, представляешь? Всю грязную работу, мать его, сделал за них. А они прочитали меня, обошли и убили. Выпасли меня четко. Давай соберем нормальный автомат. АКС-74 я вытащил, ну лехонький. В пакете, в масле. Давай что-нибудь соберем с него, более-менее, что можем собрать. Пойдем с нормальным оружием хотя бы. Хотя бы отпор давать, а то что-то, блин, досадно как-то. Рукоятку заряжания одну, бастион, крышку ствольную одну, наглазник на прицел Кобра 1, CAA цевьё 1, пистолетная рукоятка СО 1, тактическая рукоятка РК-6 1, непосредственно ЭКП прицел 1. С Витязи старого снимем фонарик и снимем тыльник на приклад. Все, можно собирать, поехали. На бастион прицел, на прицел... Эту штуку, бастион туда, это сюда, а что не раскладывается-то? Потому что у нас тут тыльник стоит, поэтому чик, чик. Так, фонарик надвинься, да, вот сюда, вот сюда, вот сюда. И все, получается, собрали автомат. Вот такой красивый автомат получается. Если кому удобнее, вот так вот наглядно сделаем в модификации. Ничего серьезного, такой... Нормальный такой автомат, рабочая машина для джентльменов, так сказать. Все, забираем и можем идти теперь в рейд. А, еще РП забыл, все. Все, теперь точно собрали. Я готов, оружие, экстренная медицина, все заряжено. На таможню идем в 6 утра, наверное, да? Застрахуем АКС-74 и мешок. И все, можно отправляться, что там по народу у нас. Толпа, черт бы ее побрал. Давай поглядим, может, вечернее время у нас будет поменьше народу. 18:30. Во, с калашом буду, конечно, себя поспокойнее чувствовать. Тем более, зная, что у меня будет и фонарик, и автоматический режим. Ну и если будут какие-то моменты, как вот в двухэтажке сейчас было, он там зашел и все, и я такой, не буду картотеки лутать, не буду стесняться, буду прям принимать бой и выгрызать места с лутом, если я буду первый их занимать. Надоело этими объедками ЧВК кормить своего. Опять на трейлерном парке, да? Да, это хорошо. Вот так вот. Вот сейчас мы и погуляем. Это хороший спаун, я считаю, для меня в данный момент. Потому что я планирую погулять конкретно по локации, никуда не торопясь. Собирать добро. Вот тебе кабель, пожалуйста, силовой тоже надо. Сахар. Пошли в гаражи. Сумка. Фонарик, да, фонарик я же брал, точно. Так что даже если стемнеет, ничего страшного, мы сможем с фонариком прогуляться. В потемках самый страшный враг для меня будет это дикий, так что диких можно будет и фонариком мочить. Давай. Поехали. Во, 105-й сейф оружейный, да? Да. Ни о чем ключи, но зато ключи. Если попадаются хотя бы ключи, но беспонтовые, это значит, что ключи еще, скорее всего, будут попадаться. И среди них, возможно, и выстрелит какой-нибудь интересный. Нужный мне от времянки. Блин, он стоит на самом деле там 1010, может быть, на барахолке этот ключ.
Но из-за этого ключа я не могу дальше никакие квесты. Можно, конечно, пойти в бункер сделать на резерв. Но не хочу я на резерв ходить. Мне ребята пишут, что на резерве еще флешки эти. Я понимаю, что на резерве картотек туева куча, но не люблю я эту кашу из... Не то что кашу, эту солянку, блин. Из ЧВК, чулоботов, ботов, рейдеров, боссов, свиты босса. Там пипец просто сколько тварей всяких ходит. Не нравится мне резерв. Ну, извините. Поэтому я там нечастый гость. О! Гадюка. Хорошо. Б11 можно забрать. Б11 нужное цевье для квеста оружейник. Который тоже бы уже не помешало бы начать делать. И скорее всего я начну его делать не тогда, когда я найду ключ от ЗБ и найду там магазин, а я уже быстрее прокачаю себе санузел и начну варить там. Эти магазины на 60 патронов. Там же я, походу, и для прапорщика наварю 3 штуки. На данный момент нужно один всего магазин нужен на 60 патронов, чтобы хотя бы оружейника закрыть. Это не критично, конечно. Но самые критичные товарищи, которых надо мне сейчас сделать квесты, это прапорщик. В первую очередь прапорщик. По остальным, если честно, не припомню, что там. Надо прапорщика качать мне. Тем более на минимальном. Был бы максимальный пак, я бы вообще забил на прапора, отвечаю. На максимальном паке я бы занимался прокачкой тех, кто по лояльности уже близок к тому, чтобы новый очередной там уровень открылся его. Шланг — это хорошо. Зубная паста, пацаны. Кто там неделями ищет? Может, не там ищем? Может, и я сишки не там ищу. Сишки говорят, в лес иди ищи. В ящиках снабжения. Ох ты, блин, и я бы как раз в муху бы... Ой, в эту, в гадюку бы зарядил АП патрончики. Сейчас где-нибудь местечко укромное найдем. Незаметно. Там перекинем патроны. Будет у меня дополнительная волына. Это раз. Во-вторых, не надо будет ячейку занимать этими патронами, потому что в гадюке там стопудово не очень патрон. Опачки. Ой, да ладно, подсобка. ТК Ультра возле. Я там часто хожу возле этой подсобки, так что я забираю этот ключ. Ну и заряжу тогда патроны. Да, говно патрон. Сейчас перекинем. Все. Сразу режим огня на автоматический. Тут он еще бывает очередь и автомат. Одиночный, очередь и автомат, по-моему. Очередь он там отсечками стреляет. По 3-4 патрона, кажется. «105-й» опять ключ. «20-й».
Лампа накаливания. Забрал бы я ее вообще вот сразу сходу бы. А что, вот так вот сделаем, наверное. Аптечки вроде есть в схроне, так что пожертвуем, если что, афаком. Не обязательно, чтобы была галка. Для убежища предметы, которые для строительства нужны, галочка не нужна. Поэтому убежище строится в основном за счет барахолки. А вот если бы в убежище сделали еще и крафт, и для улучшения предметы нужны, чтобы были с галкой. Вот это вообще было бы жестко. И при этом, чтобы предметы, которые ты крафтишь в убежище, были наоборот без галки. Чтобы ты не мог их не продавать на барахолке, не крафтить с них ничего. То есть либо применять в рейдах, либо продавать торговца. Ну тогда народ вообще скажет, ты чё здесь? А я бы так сделал, честно говоря, на месте Буянова. И вообще барахолку бы исключил из игры. Оставил бы убежище. Но это бы я сделал уже ближе, наверное, к релизу. Хотя и так релиз, говорят, не за горами. Поэтому и докап это сделали 71 уровень. Я так считаю. Другие ребята за неделю доходят до капа и считай, все, они всю игру прошли. Ну... О, дикий. Такими темпами игра очень быстро сдохнет. Просто говоря. Все ее пройдут за месяц, за 2, за 3 максимум. И все, один ПВП, думаете, привлекать кого-то будет тут, что ли? Будет, но мало народу будет очень. Вот, пойдет. Пошел процесс уже замены. Сейчас продавать его негде. Зря, наверное, взял. Ладно, выкинем. Ну, пачку сигарет-то дайте мне, ну, пожалуйста. Даете пачку сигарет и ключ. Я забираю папку, забираю сигареты и выхожу сразу же из рейда. Закрываю 2 квеста. Есть, сейчас, браток, сейчас. Занят немножко. И тебе время уделим сейчас. О, нифига, фильтр, смотри. Какой он огромный. Ох, как подкидывает автомат, конечно, короткими очередями. Надо с голыша, если стрелять, то зажимать прям конкретно. На такой дистанции. Так проще. Ну, жалко патроны. У меня рейд практически только начался. Опыт только с тушки заберу. Так, что будем делать? Как будем делать? В лазарет зайдем, наверное, да?
картотеки есть, а мне бы хотелось флешки найти. Почета крюк дадим. Эх, сишки, да не те. Приятного. До общежития мне далеко, так что... Ну, спавн был далеко, я имею в виду, от общежития, поэтому я туда приду либо в разгар Мочилова, либо когда уже все там залутано, так что... Пока туда не вижу смысла идти. Кулер, заберем этот кулер. Сигареты опять не те. Или сходить все-таки в общагу, а? Инструменты. А давай заберем. Раз идем в общагу, то я 105-й заберу. Там уже сейф. Пока сильно не стемнело. Давай, лазарет сейчас зайдем, картотеки глянем, все посмотрим и оттуда пойдем в общежитие туда. Смотри, неужели тут никто не был еще до сих пор? Похоже на то, слушай. Физраствор. Ну все, набор тогда придется, да? Пока можно оставить набор. Он нужен для крафта в убежище, но не в данный момент конкретно. Я вот думаю, нужен ли мне сейчас набор или нет, стоит ли его таскать или нет. Трассеры, не надо. Может быть, имеет смысл мне уже этот набор не брать с собой, а просто дождаться, пока у меня откроется на трейлерной парке сторожевой. Брамит на мосинку. Ну все, пока набор. На этот раз точно. Сахар я, пожалуй, заберу. Как раз и брамит сюда уберем, чтобы магазин не выкидывать при перезарядке. Блин, темнеет быстро. $222. Во. Круто. Это можно выкинуть. На поиски ключей надо идти либо с ключницей, либо с каким-нибудь планшетом.
Потому что приходится все вытряхивать с альфа-подсумка. Всю резервную медицину и патроны. Если находишь хорошие ключи. Опять папка с разведданными, видал? Тишина. Вот она, папка, смотри. Третья папка с разведосами. Но это можно профукать, в принципе. То есть она мне не нужна уже. Только если на продажу или оставить ее до хороших времен, когда ящик диких появится. За разведосы отправлять их. Ну, лампы уже все. Это последняя лампа, которую я в альфу спрятал, поэтому я остальные не беру. Мне только одна лампа накаливания нужна. Провода я сварил, а значит мы освещение поставим сейчас. Ух ты, свеча, хорош. Она мне с галкой нужна. Значит мы освещение сейчас поставим. И фак. Морфий. Морфиев нужно по квестам в общей сложности 8 штук. 4 штуки для терапевта и 4 штуки потом для миротворца, что ли, не помню точно. По-моему, для миротворца. И нужны будут все с галками. У меня нет возможности продавать на барахолке, поэтому сахар мне не нужен. Так, это старая заправка примерно, да? Или заводская где-то там территория? Да, это заводская. Ого, нифига там. Нашли друг друга, товарища. Не, я тогда в общежитие пойду. Посмотрю в куртках ключи. О, времянка открыта. Все. За папкой вперед. Наконец-то. Наконец-то. Вот он. Так, теперь как сделаем? Старая заправка. Блин, вот я бы сейчас на старую пошел, но на старую туда идти что-то страшно. В обход тогда всего этого добра, что ли? В общагах уже никого нет, как пить дать. Отшумели общаги. Нет денег. Я думал, и получится выехать тогда на этой. Думай, Диса, думай. А по ключам у меня что имеется? У меня по ключам только 105-й. С сейфом. Денег я точно не наскребу на выход. Там 7000 надо. Лады. Тогда не судьба. Тогда через заправку новую.
Или лучше... Или лучше вообще в обход пойти, а? Так, конечно, будет дольше, но безопасней. Ой, нет, я туда не хочу идти, там... Походу, с заводской на заправку перешли, точно идем в обход. Стемнело капец быстро. Туда-сюда и уже темно. Время еще есть. Дикие плюс-минус челоботы, имею в виду. Через 5 минут плюс-минус подъедут только. В аккурат сейчас выйдем. В нужном месте, но мне очень хочется найти сигареты. Я готов весь лут, который у меня сейчас есть в рюкзаке, просто поменять на пачку сигарет, чтобы закрыть квест. Нифига себе, битком под завязку, смотри, тайник. Так, болты забрать. Гадюку тоже забрать можно. Место у нас как организовать тут под нее? Выкинуть можно. Порох. Сюда, это сюда. Вот, пойдет. Порох сейчас я смогу продать максимум за 1020. До барахолки еще далеко. Блин, он там с ночнушкой, что ли, стреляет? Или это дикий стреляет, скорее всего, да? А тут дикий есть? Если есть, он мне тайник же не даст глянуть. Не то чтобы я хотел какой-то там лут найти там или жадность какая-то. Да, я вижу его, он есть там. Задержал дыхание на альт. Прицел стабилизировался и точный выстрел можно сделать. Теперь можно спокойно пострелять этот тайник. Лаки страйк. Лаки страйк. А, сумка открыта. Все, понял. Понял. И тут открыто. И все, да? Упс. Не то даванул. Нет, господа. Здесь нет сигарет. Сигарет, негатив. Тайничок. Вот чувствую прям как будто, знаете, что здесь где-то пачка лежит этой сигарет. Может быть, она там же, в шестерке, в багажнике, а? Как в прошлый раз. Ведь может же быть такое. Блин, эти уже ближе и ближе засранцы. Багажник закрыт. Ну,
Ой, ладно, все. Нахрен. Не будем тогда рисковать другими предметами. Есть у меня тут... Твою мать, как по мозгам. Есть у меня тут и квестовые, и для убежища. Есть что вынести, есть на самом деле. Грех жаловаться. Но не получилось, к сожалению, у меня сегодня ни USB-флешки ни одной найти, ни с сигаретами квест закрыть. Ну зачем вам сигареты же не нужны? А, тут техснаб, тут нет сигарет. Пятый можно и кикнуть. Открыто. Тут открыто. Уже не на ключи надежда, а сигареты, может, не забрали? Нет. Сторожевой. Крайний тайничок смотрим. И все, и точно домой. Увы и ах, не удалось мне сегодня снова найти ни флешки, ни сигарет. Ну и ладно. Одну только пачку нашел. Да и хрен с ним. Пойдет, ну наконец-то хороший, хотя бы один результативный. Я квест целый сделал, блин, наконец-то. Наконец-то. Рейд удался, я считаю, в любом случае. Полчаса в рейде налазил, хорошо прям погулял так. Нагулял жирку, неплохо так. Сейчас будем все это дело продавать, распределять, в убежище отправлять. И это все приятные вещи, конечно. Закрываем компромат квест. Нашел я папку, удалось подловить момент с открытой времянкой. Кто-то до меня ее открыл, я зашел, забрал и теперь имею право закрыть этот квест. Посмотрим сейчас, что еще прапор выдаст. А выдаст он рожки для мороженого. Вот, как раз в аккурат. Теперь мне нужно варить эти рожки. Ключа от ЗБ у меня нет. Теперь ключ от ЗБ искать — это отдельная долгая история, скорее всего. Будем, короче, стремиться запустить следующий уровень санузла, чтобы была возможность варить эти рожки. А тут все нормально, пацаны. Тут все, оказывается, у меня есть саморезы и все на свете. Я улучшаю, короче, санузел. 3 часа понадобится, и к следующему выпуску я, скорее всего, уже смогу варить. Да не скорее всего, смогу уже варить рожки, закрою оружейника и начну закрывать квест прапора. Только надо будет единственное кек-ленты надыбать. А за кек-лентами можно будет... найдем где найти. На развязку сходим. Также можно будет освещение теперь ставить. Лампу накаливания наконец-то я все 14 притаранил. 5 проводов, пучков есть у меня. Ставим. Улучшение мгновенное. Для уровня 3 мне понадобится качать в первую очередь генератор 2 уровня. И лояльность 2 уровня у механика нужна. Поэтому пока тишина тут. А еще мы можем поставить тир. Все предметы, которые у меня имеются, есть. И я теперь такой порядок здесь. Бам! Хорошо, красиво, симпатично. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Услышимся, увидимся в следующем выпуске. Всем огромное спасибо за поддержку, за пальцы вверх, за моральную, материальную поддержку, за добрые отзывы и за то, что вы есть у меня. Не будет вас, не будет канала. Всем всех благ, хорошего настроения, удачных рейдов. До свидания.